Всем здорово, народ! Сегодня рассмотрим котеечку, как я отыгрывал за имбу Патыча, за медового Dragon Knight. Ну, герой, конечно, максимально упишный, сейчас это знают все. Можно играть как на тройке, так на керри, но на миде самый высокий винрейт у данного героя. И это, конечно же, очень вкусно. Так что можете фпшить просто ДК, если видите, что он в пуле есть, и спокойно идите на мид. Скорее всего, вы победите. Даже если против вас выходит какой-нибудь контрпик по типу, я не знаю, Хускара там на ласт, вы все равно... Ну да, вы мид проигрываете, по сути, с Хускаром стоять нереально, если вы там его не загнобили прям сразу на первых левелах с помощью саппорта, туда-сюда. Просто подстакиваете себе лесные компы, быстренько, по возможности, получаете 6-й левел на миде, и вы идете выкачивать просто стаки, и таким образом потом все равно камбэкаете, потому что фарм-потенциал у героя просто офигевший. Просто офигевший фарм-потенциал сейчас у Дикея. Соответственно, за счет чего вообще герой-то имбовый? Ну, во-первых, ему сделали прикольные таланты, вот на 10-м левеле плюс 15 урона. Во-вторых, у него пассивочка, которая на 4-м левеле дает вам 40 дэмэджа дополнительного. Вы понимаете, что вы можете просто максить пассивку, и, по сути, вот прокачали в единичку первый, в единичку второй, и потом замаксили пассивку. Ну, там с ультимейтом не суть. Вы на 7-м левеле, короче, получаете себе 40 топ-дэмэдж. Вообще, вдумайтесь. Потом на 10-м получаете еще 15 дэмэджа за счет таланта. Это ошалеть. Это реально ошалеть. Плюс у нас сплэш в форме дракона остался. Ну так еще нам добавили и массовый стан. Теперь, когда вы в драконьем обличии, если кидаете в стан, он также работает по области. И во время файтов вы можете просто 2, там, 3 противников одновременно станить. Это ашала как вкусно. Соответственно, по сборочкам, да, что есть смысл собирать? Ну, можно либо брейсер, либо 2 брейсера. Опять же, на миде, в зависимости от того, против кого вы стоите. Тут, наверное, зря ему палку... А ему даже палку не зарядил. Ну, короче, решил немножечко запотеть, чуть-чуть, самую малость, знаете, так отыгрывать на медовом ДК не под пиво, а а-ля еще попытаться реально отбегать от МК, рягрить крипов, постоянно донатить по возможности. Ну, по итогу 5-3 вообще имеется, и, по-моему, ему ни разу палку еще даже не дал зарядить. Хотя вот прошлый момент у него был. Он сам решил ее почему-то не заряжать по мне. Но это его проблема. Опять же, нам на миде вообще не хочется никак там вражеского героя гнобить, убивать. Да, мы это делаем по возможности, если там какой-то слабый чар против нас вышел. Но в целом это не так важно. Главное нам просто свое получать. То есть мы фармим крипчиков, получаем опыт экспу. Опять же, максимально быстро пытаемся залутать 6-й левел и уходим в леса пылесосить с неимоверно большой скоростью. Закуп, да? Значит, либо брейсер, либо 2 брейсера. Потом можно собрать себе ПТшечку, и практически всегда вы покупаете себе Mage Slayer. Сейчас супер ОПшный, собирается приятно. Фишка в том, что он теперь из перчатки еще крафтится. Я не помню, раньше там была перчатка или нет, но в любом случае сейчас вы покупаете перчатку и потом уже добираете все, что вам там нужно. И вы получаете скорость атаки с этой шмотки, понижаете магический дэмэдж у противников, если таковые имеются. В любом случае шмотка супер вкусная. Раньше она давала интеллект, сейчас интеллект не дает, поэтому даже вот на ДК ее можно спокойно собирать. И потом уже вариации, как вам больше нравится. Если не хватает какой-то мобильности и инициации в вашей команде, можно взять фастовый блинк. Если вы на тройке играете, скорее всего, опять же, покупаете Mage Slayer, потом блинк, чтобы помогать своей команде, чтобы побыстрее файтиться. Если не играете на тройке или если блинк в целом не нужен, можно купить, не знаю, какой-нибудь арчит даже, почему бы и нет. Но вообще стандартные айтемы это какие? Сия, то есть Саша Яша, БКБ, Дейдалусы, вот это вот все. Такое вкусненькое у нас, все, что имеется. С Дейдалусом, конечно, у вас еще реально дэмэджа становится прям очень много, и вы можете спокойно в файтах разваливать чувачков. Если купили, допустим, себе БКБ, Дейдалус, Сию, потом можно взять Сайтейник, и вы вообще не умрете никогда. Ну, в общем, там уже дело фантазии. Скорее всего, до этого не дойдет, потому что когда у вас появится условный быстрый Mage Slayer, потом блинк, и потом какая-нибудь БКБшка, вот с этим можно уже реально идти и просто игры заканчивать. В том плане, что вы ломаете все вышки, забираете Рошана и со своей командой уже просто максимально прессингуете противников, не даете им никак чувствовать себя вальяжно. Тут он решил на МК поиграть, прикинь. Вышел за крипов, зарядил палку. Офигеть. Значит, крипстат у нас был открыт. Ну, давайте сейчас откроем общую ценность. СФ в моей команде топ-1. У меня 2900, МК 2900. У меня чуть-чуть меньше на 50 голды, но в целом это нормально. На самом деле МК должен не давать мне фармить крипчиков. Он просто заряжает палку постоянно об ДК. И все мне должен донатить. Но вот Санчо как-то не очень хочет. Я купил себе фастовый сапог а-ля. Против МК тоже. Не то чтобы он прям очень сильно мне нужен был здесь, но я же не знал, что будет такой фришный чувачок на МК. Я думаю, он мог меня гораздо более серьезно напрягать, но что-то решил пацанчик сыграть на свой тоже кач.
решил меня не гнобить. Тут ему, кстати, повезло, у Варда оставалось буквально пара секунд, а он его все равно забрал, но это нам не важно, опять же. Наше дело простое. Фаст, 6-й левел. Получить 6-й левел, пойти в леса. Кстати, прикольная фишка с курьером. Видите, он мне принес брейсер. Теперь можно его переложить, и он сразу доступен. Не нужно ждать несколько секунд, чтобы шмотка стала активная. Это, конечно, ноу-хау просто «Oh my god». Oh my goodness, let's go. Но это приятно. Потому что, опять же, классный стан. Чем позднее у вас появляются шмотки, тем они мощнее, по сути. Ну, а-ля, прикиньте, вам сатаник в куре летит какой-нибудь. И вам нужен он прямо сейчас. То есть у вас, опять же, есть слот. Вы понимаете, что начинается файт, а вам сатаник только летит. И вот он вам прилетает прямо во время файта, вы его перекладываете и сразу же можете нажать. Это вообще прям качественно. Можно даже фишки на мувике делать. Просто купил себе сайтейник, держишь его в куре и прямо во время файта приносишь, чтобы противники ошалели. Перекладываешь какую-нибудь шмоточку, и все, и активируешь сейтейник. И это будет прям бомбически. Дождался 6-го левела, все, погнали. Посмотрим, сколько много дэмэджа просто по крипам. В идеале быстренько убиваем пачку и идем в леса, опять же, фармить крипчиков. Тут я прочекал, могу ли я помочь на топе, но МК под хосту я его никак не убивал, поэтому решил телепорт не тратить. И здесь под глифчик решил даже пробить вражескую вышку, потратить просто чуть-чуть времени, но забайтить опять же МК на ТП в мид, пробить ему тавер, чтобы ему было неприятно уже, и теперь со спокойной душой, с вольной пошел опять же в лесик я бы, если бы не шла уже следующая пачка к нам. Поэтому да, нужно сейчас ее быстренько зафармить и потом уже пойти в лес. Абсолютно никого не боимся. Опять же, нет смысла мусолить эту пачку, как-то там пытаться долго ее убивать. Подошли, убили крипоу и полетели в лес. Все, вот я это все убил, и мне сейчас надо идти в лес. Опять же, если видите, что ваших тиммейтов давят под тавера, там условно вот сюда вот противники заходят, вот сюда противники заходят, и у вас есть активная ульта и телепорт, вы это делаете, спокойненько тпшитесь и убиваете вражин, если они слишком сильно задавили. Ну и опять же под активку можно тоже кого-то погангать. Условно, опять же, если бы хоста выпало мне, а не МК, я мог спокойно с формой дракона пойти на лайн и там оформить парочку киллоу. Тут СФ видел, что МК к нему идет на варде, поэтому я ему просто попиликал, еще дополнительно об этом сказал. И играю на свой кач. Когда появится ПТ, можно уже будет прям реально активно это все делать. Опять же, у вас скорость атаки прям серьезно так повышается, дэмэдж увеличивается, вам гораздо приятнее, еще гораздо приятнее фармить крипчиков. И тут неприятно, не достал дыханием. Ну, то есть вот, да, рейнджевики умирают за 2 тычки. Ну, это вообще что такое? Супер приятно. По поводу, соответственно, нейтралки. У меня был вот... Не успели мы посмотреть, какой у меня был выбор, но я, в общем, взял себе монодрот, вот эту колореточку. Ладно, сейчас посмотрим, у нас ганг. Идет гэнг на топ с руной инвиза. Я сейчас, по-моему... Да, дождался, смотри, пока они вместе встанут, и застанил одним, соответственно, станом, одной кнопочкой 2 противников. Ну, вообще, ну зачем добавлять ДК, который и так был сильный? Зачем им добавлять массовый стан? Ну хорошо, оставили бы ему эту пассивку, там, да, оставили бы ему талант на 15 урона. Массовый стан зачем? ну это за что? Почему так сильно? В чем суть, в чем смысл? Ну не знаю. Ну допустим, хорошо, вот так вот они решили. Короче, монодрот, да, а-ля клареточка. Прикольная нейтралка, я не знаю, мне очень нравится, опять же, на мидерах, особенно если у тебя нет батла, допустим, вот на ДК как-то ботл не очень хочется покупать. Батла нет и маны нет. Так себе приходится постоянно кларетки таскать, ты закупаешься каплями там по возможности, и все равно ее как будто бы не хватает. А вот так вот с монодротом, все, мана у тебя бесконечная. Плюс я еще взял себе в пассивках, соответственно, скорость атаки дополнительную. Тут наши пацанчики разультились, мы туда больше не смотрим, просто ломаю мид, опять же, потому что ТП у меня есть, но как бы вот сюда вот я никак не успеваю. Да и формы дракона у меня тоже не было, поэтому, да. Я остался на миде, опять же, забрал пачку, еще одну крипов абсолютно спокойно, и ломаю вражеским игрокам мидовый тавер. Хочется побыстрее эту вышку открыть, ну и все. Вот 9,5 минута у вражеской тимы мид тавера уже просто нету. Еще одну пачку забираем, а можно пойти во вражеский лес покачать его, например. И опять же ждать момента, когда кто-то задавит либо под наш тавер, либо опять же он с селедкой что-нибудь на топе придумать, какую-нибудь суету навести. Не забываем обузить ПТшку. Опять же на ДК, по сути, геймплей максимально простой. Ну что вы, автоатакой не сможете по противникам бить, сможете. Первый, второй тоже кнопки абсолютно спокойно вы нажимаете. Думать, в общем, особо здесь не надо. Это не какой-то инвокер там, который а-ля требует хотя бы минимального количества наигранных игр, чтобы просто кнопки жать уметь и так далее. Поэтому, ну, хотя бы ПТшку мы здесь обузим.
Бью под ловкостью, чтобы тычки были быстрее. Мне кажется, опять же, под ульту с Лордара это более выгодно было, чем бить, когда ПТ было на силу. Но я думаю, это не так важно. Все равно мы его убили в любом случае, не особо зарляло. Хотя, конечно, ТПшилось уже Виверна, может быть, что бы изменилось, хрен его знает. Ну, вот так вот подошли, просто убили вражескую тройку под Слардаром. Хотя, на самом деле, Разор мог не умирать, он меня видел. Когда я вот здесь вот фармил кемпик, там была парочка вражеских крипов, он мог убежать, он решил не убегать. Ну и вот тут я, конечно, уже почувствовал силу и решил остаться на топе. На самом деле, довольно рискованный плей. Хоть у меня здесь есть селедка, тем не менее, ну, блин, прямо под вражеским тавером фармить так вот крипов, это супер опасно. И на нас, конечно же, выходят. И вот здесь, конечно, можно было бы даже и откиснуть. И, походу, мы откиснем, потому что вся тима пришла нас убивать. Но пуч! Легенда спасает нас. Форму дракона классно, чтобы был у меня доп МС, и как будто бы можно переворачивать файт. Еще подходит Джеки Росс, еще одна имба патча. Тоже нереально мощный сейчас Джакира подходит, просто кладет постель, второй ультимейт, и все, это похороны. Это похороны противников, тут без шансов для них. Вот здесь вот игра уже точно была проиграна. Если бы они меня убили, то это бы немножечко, подчеркиваю, замедлило бы мой темп. Но по факту особо ничего бы не изменило, но тем не менее, они бы там собрали с меня голдишки неплохо, меня бы замедлили, ну, шансы бы хоть какие-то у них бы были, по крайней мере, мораль бы поднялась. А так, прикинь, они на меня вышли всей тимой, меня не убили, так еще и все почти там полегли. Это лютый тильт для противников, и это win-condition для нашей команды. По сути, 12-я минута, у нас уже 8000 перефарма, это что такое? Это что такое? Это несерьезно. Ну и опять же, вот активка нашей нейтралки меня максимально выручает, постоянно ее клацаю, и поэтому мана, видите, не заканчивается. Все равно таскаю себе кларетки, чтобы был, опять же, доп реген маны. И я вообще в ней не нуждался. Ну, в общем, это моя любимая нейтралка вообще, уже очевидно. Просто мана-дрот на любого героя, который от маны зависит, это конфетка. Ну и опять же, здесь слишком нагло играет МК, как будто бы он не уважает мою команду. Да. Ну и посмотри просто нетворсы противников, наши нетворсы, мы должны это все уже переезжать дело и как-то без шансов их тут хранить. Прилетает мне Мейдж-слеер, ну и опять же, смотри, как приятно он нам помогает. Скорости атаки 30 дополнительный дает. Восстанавливает нам ману немножечко. Немножечко реген хп дает, 8 урона. Ну и опять же, у вас пассивное сопротивление к магии появляется в виде 20%, так вы еще и тычками накладываете дебаф на противника, который не дает им магическим дэмэджем атаковать вообще в принципе. На 40% меньше урона заклинаниями противники наносят. На 40%. Это очень мощно. Опять же, не брезгаем качаться. Если есть возможность где-то дополнительный кемпик закачать, качаем. Просто фармим. Опять же, в облике драконов делать максимально приятно, со сплэшом, с дополнительным дэмэджем. Супер вкусно. Просто нереально и супер вкусно. Противники огрызаются. Не хотят прямо сдаваться, не хотят вставать в АФК. Убивают нашего Джеки Росса. Ну и сейчас посмотрим, что у нас будет происходить. Здесь подстанил, опять же, двойным станом. Здесь пытался через крипов, кстати, с плэшом добить Разора, потому что, видели, он на МСе начинал убегать. Я не успевал конкретно в него бить и тычковать. Я решил через крипов хотя бы доп-дэмэдж выдать, и так получилось. Но все-таки чуть-чуть не хватило, чтобы его доесть, чтобы его дожать. Тут просто мониторю, что мои тиммейты делают, и ломаю дальше вышку, у меня опять же форма закончилась. Ну вот, видишь, даже, кстати, кларетка не обязательно была, по сути, потому что у кого-то из моей команды еще были арканцы, наверное, у Джеки Росса, да. Вот у него были арканцы, и арканы плюс манадрот уже точно вас без маны не оставят. Да, в общем, фишку со сплэшом обустьте на драконе, если вы не достаете до противника в моменте, но рядом с ним кто-то стоит, крипы, другой герой, там какие-нибудь коги, если против вас Клокверк играет, просто дамажьте сплэшом хотя бы, чтобы какой-то дэмэдж выдавать. Иногда это может зарешать, просто нужно об этом помнить. В моменте сориентируйтесь, я думаю. Сломали Т2 снизу, такая зачилочка, можно, допустим, сейчас на 15-й минуте пойти сломать шардик. Он по итогу сейчас появляется на 15-й минуте, а не на 20-й, если я ничего не путаю. Вот мы сейчас это через 10 секунд узнаем. Но опять же, пока Тима моя рядом, вот вчетвером можно спокойно этот шард закачать. Да на самом деле под селедкой они и втроем должны справляться. Я просто не знаю, может быть Джакира будет больно, и он... ну еще и подходит СФ, да. Кстати, вот 15-я минута, все, появляется терзатель, за секунду он умирает.
Да, под селедкой, конечно, реально вкусно. А, еще и барабаны. Ну, тут забей. Я себе успел стакнуть энчей, закачал двойной стак энчентов, пока у меня шардик умирал. И вроде и Тиме помог, и двойной стак энчей закачал. Короче, максимально кайф игра, вообще такая прям супер вкусная. Ну и при этом еще и максимально фришная. Я, естественно, задаблил. Не знаю, почему у меня мои тиммейты не задаблили. По-моему, я вообще был единственный, кто дабл вжал в данной катке. Ни тиммейты, ни противники решили этого не делать. Но не даблить, играя на ДК, я думаю, это всегда ошибка, потому что оно слишком сильный герой. И если вы даже за него проиграете, ну, это больше исключение, чем правило, скажем так. Вот без формы дракона, конечно, долговато. Вот умирают крипчики даже. Ну, посмотри, насколько это контраст, да? В форме дракона качать кемпы и без формы дракона качать кемпы. Это просто небо и земля. Я не, если честно, я не знаю, почему у меня здесь собирается Аганим. Я в моменте, когда он мне прилетел, вообще это... Мне что-то щелкнуло, я такой думаю, что? Какой Аганим? Я прям реально ошалел. Аганим не надо собирать второй шмоткой, тем более. После Мейдж-слэера Аганим не нужен. Нет, 100% нет. Я, возможно, хотел собрать БКБшку себе, но как-то что-то мискликнул, и потом решил взять себе... Ну, не решил, а получилось так, что у меня начал собираться Аганим. Я, если честно, этого в моменте даже не понял. Я до сих пор не знаю, что у меня Аганим собирается. Он мне прилетит потом вон там, вот на топе, на миде. И я выпаду с этого, конечно, в моменте. Аганим прикольный, где-то, знаете, там 4-й, 5-й шмоткой, вообще в лейте. Он вам особо не нужен. Дэмэджа вам Аганим не добавляет. У вас появляется а-ля беспрепятственное перемещение, но это, знаете, не то, что вам нужно. Приоритет у этого слота далеко не в топе. То есть вы собираете себе сначала всякие Си, БКБшки, да и Далусы, Сатаники. Аганим — это вообще в последнюю очередь. Второй выбор нейтралок. Опять же, можно оставить монодрот, можно взять себе, допустим, Глиммерскейп, это Gossamer Cape. Но здесь... Я бы, наверное, кстати, его даже не выбирал. Либо игрушку, чтобы просто прыгать, либо ринг, чтобы вас не убивали. Но я, по-моему, решил оставить себе монодрот, и, к сожалению, не выпали чары на скорость атаки вообще никакие, так бы я себе их тоже взял. Ну, здесь я, наверное, возьму ману и просто урон плюс броня. Нет, взял себе скорость передвижения, ну, тоже нормально. Ну, потому что, блин, 8 урона и 4 брони на ДК, ну, только ради 4 брони, если брать. Но здесь как будто бы броня и так не особо нужна, там МК... Бомж, у него вообще ничего нет. Поэтому решил взять себе, да, просто скорость передвижения и дополнительную ману еще. И оставил нейтралку Манадрот. Забрал Аегис, потому что, опять же, сильнейший игрок нашей команды. Это дерево забаганное на реплее. Кстати, классный смок от нашей тимы, не знаю, кто нажал. Прям под крипами. Баг реплея вообще прикольный. Каждый раз, когда МК дерево юзают, оно остается, что ли, стоит на месте? Ладно, неважно. Ну все, теперь-то с Аганимом. С Аганим, с и дракон красивый становится. Ашала. Только ради этого взял, чтобы показать вам красивую форму дракона. Такой ониксовый какой-то, обсидиановый. Обсидиановый черт. Ну и все, мы на 18-й минуте просто заходим ломать врагам Т3. Решил огрызнуться на некре, сразу словил стан, хук. Тут без шансов. На самом деле рейндж стана в форме дракона псикуи вообще тоже приятный. У вас и рейнджа огромная, он и массовый, ну, ауешный тип. Там, у него еще и, получается, дэмэдж есть, да, 120 дэмэджа, приятно. Ну, в общем, вкусно. 134 плюс 123 урона. 18 минута. По ДСФам. Ломаем врагам high ground. Застанил Виверну. Хук от Пуджа. И братишка откисает. Ну, я не знаю. Противники просто не смогли. Просто не смогли ничего противопоставить. Ни моей команде, ни ДК с Аганимом. Какая же руина, блин. Какая же руина то, что я купил здесь Аганим. Я не знаю, я серьезно не знаю, как так получилось. Это просто мистика. Так делать, очевидно, не надо. Рейтинг Титана, если что. Я не понимаю, почему люди в АФК не встают. Ладно, типа на лоу-рангах это такая а-ля база. База лоу-ранга просто. Никто не встает в АФК. В любой игре все играют до конца. Но здесь-то вообще супер очевидный как будто бы исход, разве нет? 20 тысяч перевес в нашей тиме на 20-й минуте. Притом они видят, что у нас нету какого-то а-ля бота, который, знаете, может соло заруинить. Типа мы не вчетвером играем, у нас вроде все адекватные. Почему не встать в АФК? Это супер загадка. Обычно... Ой-ой-ой. Не, ну Пудж легенда. Пудж легенда, конечно. По-моему, в начале матча он говорил, что у него то ли 18-2 на Пудже, то ли 13-7. Ну, скорее 18-2. Короче, чувачок уважаемый. Ну и все, просто потычки левый, правый, левый, правый. Кстати, а что вообще нам дает Аганим? Давай почитаем, раз такая суета. 4-й уровень дракона.
который меряет усиленные эффекты атаки и увеличенный урон. То есть у меня просто увеличивается дэмэдж с атаки и все, да? Я не накладываю там никакие дебафы на замедление и так далее. Ну, видимо, так. Окей, допустим. Ну вот, я хотел себе купить БКБшку и потом просто доедалосом закрыться, чтобы вообще с кайфом это можно было играть. Но опять же, представь, у меня не было бы Аганима, я бы эти деньги не потратил, у меня бы была уже БКБшка, и уже был бы Кристаллис, допустим. Дэмэджа было бы гораздо больше. Ну и опять же, я мог стоять на фри. Хотел сказать, на фрикасте, на фри автоатаке под БКБ это долбить, мне бы вообще ничего не помешало, по сути. Хотя здесь БКБ такая, средняя достаточно. Там особо нету каких-то спылов противных. Ну, вот такая котеечка, народ. А бусти медового ДК, да и вообще в целом ДК пока дают, если вам интересно поднимать рейтинг. Я не особо люблю его геймплей, потому что он довольно муторный, скучный, но побить крипчиков иногда бывает приятно. Всем спасибо за просмотр, народ. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся на следующих видосах. Всем пока.